Соединяем фактуру папье-маше и глянец керамики. Создаем фактурную шкатулку и плитки из самодельной массы. Из тонкого гофрокартона вырезаю основу 9 квадратов размером 4 на 4 сантиметра. Раскатываю самодельную массу, ссылка на рецепт в описании, и полностью запечатываю в ней картонную заготовку. При помощи фонового трафарета делаю оттиск на плиточках. Пока плитки сохнут, займусь основой шкатулки. Из плотного гофрокартона вырезаю квадрат со стороной 24 сантиметра. Высота бортика 4 сантиметра. Углы и ребра укрепляю малярной лентой. Изнутри покрываю шкатулку тонким слоем массы папье-маше. Эту массу я сделала из офисной резаной бумаги. Ссылки на рецепты массы папье-маше из разных видов бумаги оставлю в описании. Также покрываю наружное дно шкатулки тонким слоем массы и отправляю на просушку минимум на 1 ночь. Тем временем плитки полностью высохли. Наклеиваю их на широкую малярную ленту, собирая единое полотно из 9 штук. Размещаю трафарет. Поверхность не совсем ровная, поэтому сначала наношу шпаклевку в центр каждого квадрата, а затем мастихином или пластиковой картой вывожу узор. Когда шпаклевка полностью высохнет, делаю точно такой же декор внизу. Шкатулка изнутри почти высохла, и я возвращаюсь к папье-маше. Моя задача сделать массу очень фактурной. В качестве эксперимента добавляю в нее нарезанные остатки пряжи для вязания, немного клея ПВА и шпаклевки. Наношу толстый слой на боковины шкатулки. Сглаживаю углы, делаю их более обтекаемыми. При помощи смятого комка фольги добавляю еще больше фактуры. Равняю кромку. На дно приклеиваю деревянные бусины. Затем покрываю их массой папье-маше, формируя 4 ножки. И вновь отправляю на просушку. Тем временем плитки просохли, и я приступаю к окрашиванию. Плотно грунтую их бирюзовой акриловой краской. Затем беру ультрамарин, хорошо развожу его водой и наношу на плитки. Тут же стираю излишки увлажненной тряпочкой, чтобы цвет остался только в углублениях. Кое-где и по краям прохожусь темно-синей патиной. Ее можно заменить акриловой краской, разведенной водой до полупрозрачности. Методом сухая кисть сливочным цветом выделяю фактуру. И последний штрих – восковые хайлайтеры.
Совсем чуть-чуть добавляю блеска. Их можно заменить акриловым металликом. А окончательно превратит их в керамику или майолику идеально прозрачный лак по металлу. Шкатулка полностью просохла, и только теперь я могу сделать крышку, идеально подогнав ее по размеру. Из картона я вырезала две заготовки. Нижняя часть чуть меньше. Она создаст бортик, который не позволит крышке съезжать. Внутреннюю часть крышки покрываю тонким слоем массы папье-маше и отправляю на просушку минимум на 1 ночь. Так с ней будет удобней работать дальше. На следующий день закрываю массой папье-маше верхнюю часть и наружный бортик крышки. Накрываю шкатулку пленкой и сверху надеваю крышку. Теперь я могу точно подогнать объем крышки, чтобы она идеально совпадала со шкатулкой. Также при помощи этой пленки я сглаживаю углы и округляю стенки крышки. Высохшие плиточки, которые уже выглядят как настоящая керамика, я примеряю на крышку. Сделав разметку, убираю плиточки и формирую бортик из массы папье-маше. Приклеиваю плиточки на клей ПВА и отправляю на просушку. Чтобы не запутаться в раскладке, заранее пронумеровала их с обратной стороны. И если после просушки где-то появились трещины, просто затираем их шпаклевкой. Готовлю грунт. Смешиваю 1 часть клея ПВА и 2 части сухой финишной шпаклевки. Понемногу добавляю воду до консистенции сметаны. Такой состав отлично заполнит мелкие поры папье-маше и поможет сэкономить краску. Акриловой краской окрашиваю все в базовый черный цвет. Готовлю затирку для плиточек, растворяю пару листочков туалетной бумаги в черной краске, добавляю немного воды и каплю клея ПВА. Излишки убираю слегка влажной салфеткой и протираю плиточки. Серой краской методом сухая кисть прохожусь по верхушкам и выделяю рельеф. Следом беру восковые хайлайтеры. Сначала темное серебро. Едва касаясь, прохожусь только по самым верхушкам. Затем в некоторых местах добавляю совсем немного бронзы. К слову, металлизированный воск вполне можно заменить акриловыми металликами. Просто наносите их сухой кистью. Швы между плиточками и внутреннюю часть шкатулки я оставила черными. Это невероятно выгодно подчеркнуло глубокий голубой цвет плитки. А сочетание темного серебра и бронзы на такой фактуре дает потрясающий эффект старого металла или патинированного камня.
Вот так из самых простых материалов получилась стильная вещь. Напишите в комментариях, как вам результат. Увидимся!